Приветствую, друзья! По мнению FOSI Audio, K7 – это игровой ЦАП со встроенным усилителем для наушников. Однако наличие входа для микрофона делает из него полноценную звуковую карту или по-научному аудиоинтерфейс. Внутри все очень солидно. Полновесный конвертер от Asahi Kasei, XMOS на USB, Bluetooth производства Qualcomm со всеми видами aptX, включая HD кодек, и усилительная часть на многими любимых TPA6120A2. Выглядит девайс не хуже, чем у Creative, имеет встроенный темброблок, монохромный дисплей, огромную выходную мощность и целых 2 разъема под наушники, включая современный Pentagon. О нем сегодня подробно и поговорим. Поехали! Коробка внешне обычная, со схематичным изображением самой звуковой карты. В комплекте шла документация, Bluetooth-антенна, гибридный Type-C кабель, переходник для подключения гарнитуры и блок питания на 12 вольт 2 ампера. Дизайн здесь, очевидно, позаимствован у небезызвестной компании Creative с легким наклоном вперед и элементами управления, расположенными сверху. По входам полный комплект из оптики, коаксиала, Bluetooth и USB на Type-C разъеме. Выводится же сигнал на RCA пару и 2 разъема под наушники спереди. Привычный всем 3,5 мм и Pentagon 4,4 мм. Сюда же вывели и вход для микрофона, чтобы удобнее было завязать все это на гарнитуру. Сверху у нас массив из кнопок, 2 регулятора и дисплей. Левый по нажатию включает гейн и отвечает за общий уровень сигнала, в то время как правый отключает микрофон, регулирует его уровень и позволяет поднять либо опустить на несколько децибел высокие и низкие частоты. Выбор конкретного действия осуществляется самой правой кнопкой в массиве. Если же темброблок вам не нужен, его можно отключить при помощи байпас. Все остальное в принципе стандартно. Кнопка для включения и отключения питания, на ней же завязана версия UAC, а также выбор активного входа и выхода. Дисплей, хоть и небольшой, но очень информативный, с пиктограммами всех выбранных нами параметров и информацией о текущем сигнале. У регуляторов приятный мягкий ход с аналоговыми щелчками, у кнопок четкий клик, а весь корпус полностью выполнен из металла. В качестве начинки здесь установлен конвертер AK4493SEC, Bluetooth на QCC 3031 со всеми видами aptX, включая HD кодек, пара OPPO 1612 и усилительный блок на 2 TPA6120A2. Последнее, на мой взгляд, на любителя, в остальном же начинка просто огонь. Характеристики тоже не подвели. DSD до DSD 256 и PCM до 32 бит 384 кГц. И это при выходной мощности в 600 или 2100 мВт на 32 Ома нагрузки в зависимости от выхода. Минус у аппарата один. Все выходы имеют один и тот же уровень сигнала, что при переключении с линейного на наушники может повредить вам последние или негативно сказаться на вашей барабанной перепонке вплоть до ее разрыва. Аппарат очень мощный, да еще и гейн у него можно поднять. Под всеми видами операционных систем K7 определяется автоматически, однако внутри стоит чип от XMOS, а значит драйвер для Windows рано или поздно появится. BitPerfect режим тут, кстати, тоже присутствует. Ну и порадовать гостей можно, транслируя музыку по Bluetooth с использованием любого aptX кодека. Замеры я проводил 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на CP и Wanda Cosmos.
В результате RCA показал себя отлично, за исключением легкого отклонения ЧХ на самых краях диапазона. А так шумы с него на минус 156 дБ, высокий динамический диапазон, гармонические искажения на минус 123 дБ, что соответствует 0,13%, а интермодуляционные на минус 125 дБ. Не совсем, конечно, чисто, но все это настолько далеко за пределами человеческого слуха, что можно расслабиться. Балансный выход на наушнике дал, на удивление, меньше отклонения ЧХ, чуть усилил фон и поднял искажения. Гармонические на нем составили минус 120 дБ, а интермодуляционные минус 116 дБ. То есть тоже очень круто. Ну а классический 3,5 мм джек ловит всякие наводки, да и искажения у него на уровне минус 96 и минус 100 дБ для гармонических и интермодуляционных соответственно. То есть уже, скажем так, на грани. Измерить же вход для микрофона у меня вообще не получилось. После записи сигнал не имеет ничего общего с изначальным. Ну и, как я понял, работает микрофон только в режиме UAC 1.0. После этого соглашусь, К7 скорее ЦАП, чем звуковая карта. Микрофон сделали чисто для галочки. Для начала немного расстрою всех любителей темброблока. По умолчанию он почему-то включен и настроен на явно нелинейный характер звучания. Впрочем, при помощи кнопки и правого регулятора все легко уводится в нули, но сам звук при этом, мягко скажем, не сильно разборчивый. Разделение просто никакое, все жирно, плоско и чересчур уж весело. Оттого я и сам, пока не разобрался с меню, смотрел на К7 с некоторым недоумением. Железо-то у него первоклассное. Да, чтобы все зазвучало, тут просто необходимо включить режим байпас, который этот темброблок начисто отрезает. Но оно того стоит. Только после данного действия аппарат на 100% раскрылся. Не скажу, что это прямо откровение, превосходящее решение с дополнительным ноликом в цене, однако стало намного лучше. Проявилась текстура, слоистость, динамика и вполне реалистичный контраст. Подача, кстати, так и остается довольно яркой, выразительной и очень эмоциональной. На слух это интересно, но на живых инструментах есть легкий перешаг. А вот что действительно серьезно, так это еле ощутимое здесь пространство сцены в глубину. TPH-6120A2 славятся своей энергией, задором и, так сказать, огоньком, но, к сожалению, теряют объем и пространство. Отчего К7 прекрасно подойдет для рока, металла, всего танцевального, вокального и изначально электронного, однако с большим оркестром, мультиинструментальным джазом и чем-то акустически сложным он, так сказать, слегка упростит картинку. Решение есть, и приходит оно с подключением героя обзора внешнего усилительного блока через RCA-выход. Вот там аппарат показывает все, на что он горазд. С оглядкой, естественно, на этот самый усилитель. Я лично использовал далеко не дешевый SMSL HO200. Вот с ним есть и объем, и масштаб, и собранность, плюс сам звук воспринимается взрослее и текстурно богаче. В сравнении на собственных усилительных блоках К7 заметно так уступает чуть более дорогим Tempotec Mark V и XDU XA02. А вот через один и тот же внешний усилитель я бы их поставил примерно на одну ступень. Если же вы выбираете между Fosi Audio и Focusrite Scarlett, Moto M2 и другими бюджетными аудиоинтерфейсами, то конкретно по звуку К7 не оставит им ни единого шанса.
Жаль только, что вход для микрофона совсем ни о чем. А так можно было бы ворваться, расталкивая локтями всякие бюджетные карточки от именитых брендов. На покупке наушников, если вы будете слушать только через встроенный усилитель, можно неплохо так сэкономить. Все выше $160 будет уже излишним в плане качества. TPA 6120A2, хотя и раскроют их по мощности, но не потянут по текстурам, всяким утонченным моментам и натуральности в плане построения аудиального полотна. Через RCA ничего подобного сказать не могу, на нем все очень достойно звучит. Разрешение здесь в любом случае высокое, прекрасная выразительность, читаемость, мелодика и драйв, а также явно выражена эмоциональная составляющая. Девайс и правда способен прямо затянуть в глубины музыкальных вибраций, но с некоторыми упрощениями, причем не только по глубине сцены. А вот в чем девайс действительно хорош, так это в экспрессии и драйве. Он больше певучий и четкий, чем бархатно-аналоговый или какой-то аналитичный. Бас тут быстрый, упругий, с отличной глубиной и прорисовкой текстур, серединка четкая, эмоционально окрашенная, с приятной слуху весомостью и той самой магнетичной привлекательностью. Высокие же нам слегка подчеркнули, они чисты и разборчивы, однако без каких-либо рекордов. То есть все тут есть и находится на своих законных местах. Через внешний усилитель HO200 K7 так вообще шикарен. Подводя итоги, стационарный ЦАП Fosi Audio K7 неплохо смотрится, имеет стильный дисплей и удобно расположенные элементы управления, современный Bluetooth модуль, полноценный конвертер от Asahi Kasei, встроенный усилительный блок и микрофонный вход с эквалайзером. Последние, правда, вообще не к месту, но кому-то, уверен, пригодятся. К тому же здесь есть пентакон, выбор версии UAC и прямо солидная выходная мощность. По звуку все ярко, весело и очень музыкально. И это при довольно неплохом разрешении, динамике и эмоциональной выразительности. Звучит все мега интересно, но если говорить о качестве, то я бы взял к нему какой-то внешний усилитель не на чипах TPA 6120A2. За свои же деньги аппарат, конечно, прекрасен. А на этом у меня все. Это была модель Fosi Audio K7. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!